Всем привет! Добро пожаловать на новый подкаст проекта Russian Progress. Меня зовут Артем, и это проект, канал и подкаст для изучения и практики русского языка на слух через контент на русском, смотря видео на русском, слушая подкасты на русском и погружаясь в язык. Сегодня я хотел бы рассказать вам о своем опыте изучения сербского языка. Я только начал, я его изучаю уже 2 недели, и у меня уже есть первые выводы, первые итоги, первые впечатления и первые результаты. К слову о результатах, я уже записал видео на сербском на своем втором канале, Артем Назаров. Здраво свима, moje ime je Artjom, ja sam iz Rusije, grada Новосибирска, koje se nalazi у срцу Русии. Так что можете переходить, смотреть, ставить лайки, писать комментарии и мотивировать меня дальше улучшать свой сербский. Еще один важный анонс — это то, что я учу сербский на канале Ижица. Я продолжаю его изучать, так что кто еще не подписан, там это происходит на русском языке. Одавде. Priča se da nije odavde. Priča se, говорится? Да, говорится, в смысле говорят. То есть мы не знаем, кто говорит, просто М. говорят. Прича. Сидиче, как в итальянском. Вы можете сравнить русский и сербский, ну и поддержать Николу, моего учителя и друга из Сербии. Так что ссылочка на канал тоже будет в описании. Ну и последний анонс, тоже немаловажный, который я хочу сделать, это то, что я планирую сделать выпуски видео-подкаста закрытыми. Они будут и дальше в таком же формате, как вы видите сейчас, то есть с субтитрами на русском, иногда с субтитрами на английском, но теперь они будут на Патреоне и на Бусти. Раньше они были закрытыми, видеоподкасты, потом я год или 2 года назад решил их открыть, но сейчас я принял решение снова их закрыть. Почему? Потому что это много работы, делать субтитры, при этом я не хочу, чтобы видеоподкаста не было, чтобы было только версия аудио. Вот, поэтому я решил сохранить то, что есть, при этом мне нужно как-то монетизировать то, что я делаю. Ну, еще одна такая причина — это то, что меня не очень радуют просмотры, поэтому я не очень замотивирован дальше публиковать видеоподкасты на Ютубе, поэтому они будут теперь бонусом. Некоторые видеоподкасты я буду публиковать на YouTube, возможно, какие-то интервью, ну, потому что гостю может захочется посмотреть, не только послушать это интервью, но в целом, по крайней мере, на ближайшее время, пока я что-то не передумаю, видеоподкасты будут на Бусти и на Патреоне. Вот, так что ссылка будет в описании. Спасибо всем тем, кто поддерживает проект. Благодаря вам этот проект существует. А теперь я хотел бы рассказать про то, как я вообще начал учить сербский, почему я начал учить сербский, и самые лояльные зрители, самые преданные зрители, самые преданные слушатели моего подкаста уже в курсе, уже знают, что я где-то год назад уже учил сербский язык, но у меня такие странные взаимоотношения с этим языком. То есть, с одной стороны, я вижу кучу причин изучать сербский, потому что мне очень нравится Сербия, сербы как народ, мне очень нравится балканская вот эта культура, очень такая душевная, приятная. В целом я люблю южные страны. Ну и плюс, помимо Сербии, на сербском или на хорватском, боснийском, черногорском говорят в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Я люблю путешествовать, я не был в Хорватии и Боснии, поэтому я туда собираюсь поехать, и язык не помешал бы. Вот, так что можно жить некоторое время в Сербии. Сербия довольно лояльно относится к России, мне это тоже очень нравится. Одна из немногих стран в Европе. Вот. Ну и плюс можно посетить другие балканские страны, где говорят на
сербском, сербско-боснийско-хорватско-черногорском. Вот. У меня много знакомых из Сербии, друзей даже, можно сказать, и это тоже одна из причин. Плюс сербский на кириллице, хоть и частично, но на кириллице, и это круто. Это очень упрощает изучение языка, и это очень интересно. Ну и, в принципе, все. Не знаю, может быть, я найду какой-то интересный контент на сербском, хотя пока это довольно сложно. Контента не очень много. Ну и в целом, не знаю, короче, ездить в Сербию будет веселее с языком. Вот, поэтому я решил учить сербский. Ну и почему я его забрасывал вот тогда еще, потому что не было достаточно материалов для изучения этого языка. Подкасты с транскрипцией, вот вроде того, что я сейчас делаю, я нашел один, но я уже прослушал все выпуски, перевел все эпизоды, и это все. То есть больше я ничего не нашел. Поэтому я как-то начинал, забрасывал, но вот прошел год, и сейчас я снова начал его учить. Почему? Потому что мне дали пинок под зад, так сказать, волшебный пендель, то есть меня замотивировало, подтолкнуло предложение Николы, который пригласил меня на свой канал, чтобы там в прямом эфире обучать меня сербскому языку. Я не мог отказать, потому что я давно уже хочу выучить этот язык. Плюс мне интересно было посмотреть, как он обучает. Ну и, конечно, мне хотелось поддержать как-то его проект. И для этого я всех приглашаю подписаться на канал Николы. Он только начал заниматься этим проектом. И поддержите его лайками, комментариями, подписками. Ну и кому интересно изучать сербский, конечно, тоже для вас это будет очень полезно. Собственно, все звезды сошлись. Я хочу учить сербский. Мне предложил Никола бесплатные уроки, по сути. И мы начали заниматься. Вот прошло уже с первого урока 2 недели. Мы занимаемся 2 раза в неделю, где мы читаем тексты. Я их читаю, пытаюсь перевести, пытаюсь догадаться. Не всегда получается, но кончилось место на телефоне. В общем, да, на занятиях с Николой мы читаем тексты, я перевожу с помощью, не знаю, каких-то своих знаний, понятно, русского, но в том числе и польского и украинского. Это тоже иногда помогает. И, конечно, контекст тоже помогает. Почему я всегда рекомендую учить слова в контексте? Потому что совершенно незнакомые слова ты можешь догадаться о значении этих слов просто по контексту. Также на занятиях мы обращаем пристальное внимание на какие-то грамматические моменты, мы обращаем внимание на этимологию слова, что, в принципе, для меня новый опыт, потому что обычно я беру язык количеством, то есть я купаюсь в языке, можно сказать, слушаю часами язык, смотрю видео, и какие-то детали это уже потом. Главное, это основной пласт языка, пропустить через себя и научиться понимать, ну и потом уже говорить. Ну и для того, чтобы ускорить вот этот процесс изучения, конечно же, я слушаю подкасты. Это то, что я всегда рекомендую, то, что я сам делаю для изучающих русский язык, потому что, это бесконечно ускоряет процесс изучения языка. В связи с тем, что подкастов на сербском для изучения сербского языка, как вот этот мой подкаст, например, почти нет, мне приходится сразу слушать подкасты для носителей. И здесь очень важно найти подкасты, во-первых, недолгие, то есть 10-15 минут, чтобы они были, и, во-вторых, на какую-то понятную тему, например, саморазвитие. Я нашел несколько таких подкастов, и как только я нашел тот подкаст, который мне проще всего понимать, где хороший звук, четко говорят, простой язык, я прослушал, не знаю, наверное, 30 выпусков или 50, может быть, выпусков этого подкаста. И это хороший такой совет. Если вам еще сложно слушать контент для носителей, найдите какого-то носителя языка, который делает контент для носителей, которого вам легко понимать. И слушайте все его выпуски. Вот только когда вы научитесь понимать его, переходите к другому чуваку, который понятно говорит, потом 3-му, 5-му, и
таким образом вы придете к тому, что будете понимать всех носителей, плюс-минус. Это то, что я делаю вот последние 2 недели, и я это делаю, то есть слушаю подкасты, когда занимаюсь какими-то делами по дому. То есть я там в саду условно навожу порядки, в гараже что-то делаю, и параллельно слушаю подкаст. Почему это хорошо? Потому что я занят делом, Почему это хорошо? Потому что я занят делом, я погружен в этот процесс, и параллельно фоном что-то играет. Я концентрируюсь, конечно, впитываю это, иногда отвлекаюсь, но, в общем, это дело привычки. Но в любом случае я могу работать, там, заниматься своими делами часами, и параллельно я слушаю язык. То есть если бы я смотрел видео на сербском, то больше 10 минут, наверное, я не посмотрел. А так я слушаю сербский 2 часа. Вот, так что это очень полезно, это очень помогает. И если бы у меня еще была транскрипция, я каждый день не только слушал, но и переводил какой-то один выпуск, как я делал в этом году со шведским, то это бы еще ускорило процесс изучения в несколько раз. К сожалению, такой возможности нет, я могу читать тексты и переводить их, но там не будет аудио, там непонятно, как произносить, так что я пока не рискую, и плюс мне лень, но вообще можно и это делать. То есть слушать каждый день и переводить каждый день. Прошло всего лишь 2 недели, я уже смог записать какое-то видео на сербском. Конечно, я там делаю ошибки и говорю всего несколько минут, но это первые результаты, которые меня радуют. Я буду продолжать заниматься этим языком и буду делать свои отчеты на своем втором канале, и также в моем языковом блоге на Boosty. Кто не знает, я пишу о том, как учить языки, даю какие-то советы на другом своем Boosty для вообще носителей русского языка, я это делал. Но если вам интересно, там тексты на русском языке, можете тоже подписаться. Так что на этом, наверное, все. Запишу через месяц-два еще отчет по сербскому языку. Расскажу вам, как мои успехи, и запишу видео на сербском на втором канале. Спасибо, что слушаете, смотрите. Напоминаю, что следующие выпуски видео-подкаста также с субтитрами будут на Патреоне и на Бусти. К слову, благодарю всех тех, кто уже там, кто поддерживает проект, и особенно спасибо тем, кто поддерживает проект на Бусти, потому что к этим деньгам у меня хотя бы есть доступ, потому что Patreon в России заблокирован с недавних пор, плюс нет PayPal. В общем, я пока не решил, можно сказать, этот вопрос, и я решил открыть Boosty, альтернативную площадку, где я буду прямо сейчас иметь доступ к своим доходам. Так что, да, спасибо за поддержку. Здесь, на этом канале, я буду проводить стримы, я буду некоторые видеоподкасты публиковать и какие-то видео, что-то делать. Короче, посмотрим. В любом случае, услышимся и увидимся. Пока.